Имам Абу Хамид Аль-Газали считается шейхом-наставником. Он был великим ученым, наделенным глубоким знанием богословия, права, преданий, Корана. Также он был одним из тех, кто на протяжении веков прославился в сфере религиозного воспитания в изучении вопросов педагогики. Ему принадлежит пальма первенства во всем, что касается практической деятельности воспитателя, поведения мусульманина, а также написания трудов на эти темы, как, впрочем, и на другие в сферах науки и познания. За его достижения его называют Худжатуль Ислам, что означает «довод ислама». Имам Газали обладал проницательным умом, прекрасной памятью. Будучи неудовлетворенным простой теологической подготовкой, он ушел из медресе Низамия в Багдаде и превратился в дервиша, отвергнув то, что имел в обществе, проводя время в уединении, встречаясь с суфиями и занимаясь духовной практикой. Период самоотречения длился более 10 лет. Суфизм принес ему душевное успокоение, умиротворение разума, жажда духовности была утолена. Рады представить вам одно из его небольших, но очень насыщенных произведений «Письмо к ученику». О чем оно? Это станет ясно уже с первых строк, и тот, кто действительно ищет источник и учителя, обязательно прочтет его до конца, чтобы Господь изменил его жизнь, наполнив ее истиной, смыслом и светом. Сын, давать наставление легко, но трудно его принимать, потому что оно кажется горьким тем, кто потакает своим желаниям, ибо сердца их любят запретное. Особенно это касается того, кто стремится к форменным знаниям и тому, что является благом для его нафса, идет путями этой земной жизни. Он считает, что знания сами по себе спасут его и избавят от ада, и что он не нуждается в том, чтобы творить благие дела. Это убеждение философов. Слава великому Аллаху! Этот высокомерный не знает, что когда он получает знания, если он не поступает в соответствии с ними, то это будет еще более убедительным доводом против него, как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Больше всех будет мучиться в день воскресения ученый, который не воспользовался знаниями, которые дал ему Аллах. Рассказали о Джунайде, да светит Аллах его могилу, что после его смерти один человек спросил его во сне: «Какие новости, о Абу Аль-Касим?» Он ответил: «Потерялись те фразы, исчезли те знаки, и не помогло нам ничего, кроме немногих ракаатов, которые мы совершали глубокой ночью». Сын, остерегайся того, чтобы остаться вообще без благих дел и лишиться всякого положения, и знай, что знания сами по себе не помогут. Примером этого может служить человек, который идет по пустыне и несет на себе 10 индийских мечей и другие виды оружия. Этот человек очень смелый воин. Если на него нападет огромный и страшный лев, что ты думаешь? Защитит ли его это оружие, если он не будет применять его и наносить ему удары? Известно, что оно защищает лишь тогда, когда машешь им и бьешь. И также, если человек прочтет 100 тысяч научных вопросов и выучит их, но не будет использовать это на практике, это не принесет ему пользы, если не будет применять их на деле. Еще это можно сравнить с человеком, у которого высокая температура, который болен желтухой. Это можно вылечить медом, подкисленным уксусом и другими лекарствами, и не будет блага, если не использовать их. Если даже ты будешь получать знания в течение 100 лет, изучишь 1000 книг, то не станешь готовым к милости Аллаха без совершения благих дел. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом. Воистину, обителью тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут сады Фирдауса. Они пребудут в них вечно и не пожелают для себя перемен. После них пришли потомки, которые перестали совершать намаз и стали потакать желаниям. Все они понесут убыток, кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Они войдут в рай, и с ними нисколько не поступят несправедливо. Что ты скажешь об этом хадисе? Ислам основан на 5 столпах. Свидетельстве о том, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, выстаивании молитвы, принесении закята, посте во время Рамадана и хаджа для тех, кто может проделать этот путь. Иман, вера – это произношение языком,
подтверждение сказанного сердцем, завершение дел конечностями. Доказательство дел неисчислимо, и раб достигает рая по милости Аллаха из-за его щедрости, но после того, как он станет готов к этому при помощи поклонения и послушания, ибо милость Аллаха близка к творящим добро. Если кто скажет, также ее можно достичь и просто при помощи веры, то мы ответим: да, но когда она будет достигнута, и через сколько труднопреодолимых препятствий надо будет пройти, прежде чем она будет достигнута. Первое из тех препятствий – препятствие веры. Бережет ли он свою веру или нет? Если достигнет, не будет ли он тогда безуспешным и оставшимся ни с чем? Сказал Хасан аль-Басри: Всевышний Аллах скажет своим рабам в судный день: «Входите, рабы мои, в рай, по моей милости, и разделите его между собой в соответствии со своими делами». Сын, если ты будешь совершать благие дела, не получишь награду. Говорят, что один человек из племени Исраиль поклонялся Всевышнему Аллаху в течение 70 лет, и Всевышний Аллах пожелал представить его перед ангелами. Аллах отправил к нему посланника, чтобы известить его о том, что он, несмотря на это поклонение, не достоин того, чтобы войти в рай. И когда он достиг его, раб сказал: «Мы были созданы для поклонения, и мы должны поклоняться». Вернувшись, ангел сказал: «Мой Бог, ты лучше меня знаешь, что он сказал». Сказал Всевышний Аллах: «Если он не отрекся от поклонения нам, то мы, по своей милости, и не отречемся от него. Засвидетельствуйте же, ангелы, что я простил его». И сказал посланник Аллаха: «Требуйте отчет от себя до того, как потребуют отчет от вас, и взвешивайте свои дела сами, прежде чем они будут взвешены». И сказал Али: «Да будет доволен им Аллах. Кто думает, что достигнет рая без приложения усилий на то, тот пустой мечтатель. А кто считает, что он достигнет его, прилагая к этому усилия, тот более ни в чем не нуждается». И сказал Аль-Хасан: «Да смилостивится над ним Всевышний Аллах. Стремление к раю без приложения усилий для этого – один из грехов». И сказал: «Признак того, что человек идет по истинному пути, это когда человек перестает придавать значение делам, а не когда он перестает их совершать».